Друзья мои, слышали ли вы что-нибудь про серебряный пузырь братьев Хант? Если вкратце, то это история о двух братьях, которые в свое время навели шорох с серебром на определенных манипуляциях, которые мы разберем в видео, заработали миллионы долларов, но по итогу проебали все. Поэтому давайте сегодня разберем, какие выводы мы можем сделать из этой истории в 2025 году. А параллельно проведем разгон депозита с 10 долларов, чтобы было не только интересно, но еще и прибыльно. Поехали. Так, друзья, прямо сейчас открываю сделку в шорт. И по ходу экспирации вы поймете, почему это стоит того. Все, что нам нужно сегодня для анализа, это уровни, которые я добавлю на 5-минутный график. Покрасим эту линию в более яркий цвет и поставим так, чтобы она почаще соприкасалась с ценой. Со второй получаем то же самое и видим, друзья мои, что у нас есть канал, границы ценового движения. Цена буквально останавливается возле них и сейчас стремится соприкоснуться с дном канала в очередной раз. Ранее был от него рост, и даже несмотря на краткосрочный выход вверх, цена все-таки вернулась в диапазон. Это лишь подтверждает его силу и его точность. Вот сюда. Это все, что нам нужно будет сегодня для торговли. Торгуем разворот от уровней и движение к уровням. Сегодня мы разберем все ситуации, а еще обсудим ту самую историю о том, как захватить рынок и после этого потерять все. Я пока что фиксирую первую прибыль. Мы еще не дошли до границы канала, так что спокойно повторяем данную сделку в шорт. Поехали. Кстати, у нас сегодня разгон. Надо войти на весь свой баланс. Давайте догоним. Вот вам, кстати, дополнительный фактор уверенности, что актив будет именно снижаться. Это не просто движение, это краткосрочный тренд, который был пробит у нас вниз. Смотрите. Мы знаем, что слом структуры – это сильнейший сигнал к развороту рынка. Наверное, я показал немножко грубо, из-за этого упустил важнейшую часть. Смотрите, провожу линию строго по минимумам. Вот здесь у нас должен был быть отскок. Но раз уж он потерпел фиаско, мы точно признаем тренд законченным и уверенно настраиваемся на поход вот к этому уровню. Это устоявшаяся формация, поэтому сомневаться в верности прогноза точно не стоит. Мы уже близки к концу сделок, они закроются с небольшой паузой. Есть первая, пара секунд и будет вторая, тоже на балансе. Будем торговать здесь дальше. Для начала давайте пару слов о братьях Хант. Их звали Нельсон и Уильям. Они были сыновьями техасского нефтяного магната. С рождения невероятно богатые, амбициозные, уверенные, что смогут диктовать правила на любом рынке. Короче, заряженные такие парни. Я тем временем вхожу в новую сделку. Все еще идем к уровню поддержки, поэтому ждем. Итак, в конце 70-х братья Хант пришли к убеждению, что доллары обесцениваются из-за высокой инфляции. Так и было. И они посчитали, что единственное по-настоящему надежное средство сбережения – это серебро. Они начали тихонечко так скупать не только физическое серебро в слитках, но и открывать фьючерсные контракты на его поставку. Делали они это не в одиночку, они заручились поддержкой, так сказать, партнеров из Саудовской Аравии, тоже заряженные ребята. И вместе эта вот группировочка в итоге контролировала около трети всего мирового рынка серебра. Их агрессивнейшие покупки вызвали ажиотажный спрос. И вот если в начале 1979 года унция серебра стоила $6, то вдумайтесь, к январю 80-го цена достигла $50 за унцию. Что-то может напомнить, да? Поэтому я передаю всем любителям пампов крипты привет. И фиксирую сделочку в плюс. $70 у нас на балансе. Приятно. Можно смело увеличивать ва-банк и готовиться к следующей сделке. У нас тут есть, кстати, касание уровня, так что пока просто наблюдаем. Сейчас может быть изменение сценария нашего. Вот видите, уже есть признаки, указывающие на разворот. Цена немножечко откатывается. Давайте разберем подробнее. У нас торговля прямо на дне диапазона. Ключевой момент. И цена от него начинает плавно отходить. Если будет пробой, мы торгуем на снижение. Если отскок, в лонг. Можем посмотреть, что происходит при прошлом контракте. Здесь у нас был пробой, и он сразу же компенсировался зеленой свечкой. Иными словами, нам сейчас стоит просто немножко подождать. Должна закрыться вот эта красная свеча, а потом мы уже посмотрим на следующую и примем какое-то решение. Дабы не терять время, давайте быстренько посмотрим, что у нас творится с рынком на других валютных
в других валютных парах. 30 секунд еще есть. Сосед. Итак, евро к швейцарскому доллару. Здесь к швейцарскому франку. Здесь у нас есть основания для торговли также. Всегда есть основания для торговли, друзья. Давайте анализ с самого нуля, так же, как и везде. Чик-чик. Вот, все, что потребуется, это уровень, который я сейчас добавлю на график. Выставляем его на скопление разворотных точек и видим пробой, который случился в последние минуты. Значит, мы сможем войти в рынок уже на отскоке. Смотри, в чем тут смысл, друзья? Просто ждем последние секунды. Чик. Контринтуитивно, да? Согласен, может быть непонятно. Сейчас разберемся вблизи. У нас есть пробой уровень. Он случился вот здесь, при этом актив разворачивается для ретеста. Это частая ситуация при таком пробое. То есть котировке важно оттолкнуться от зоны поддержки теперь уже. Она раньше была уровнем сопротивления, цена ее пробила, теперь это зона поддержки. Пока ждем подтверждения, давайте разберем махинации братьев Хант. Короче, эти парни оседлали волну как только можно было, но в итоге заигрались и слишком поверили в себя. У них были огромнейшие позиции, купленные в долг. То есть они использовали способ кредитного плеча. Мы знаем, что любой рынок не может бесконечно расти за счет только покупок одной компании спекулянтов. Поэтому в конечном итоге случилась коррекция. И вот эта как раз таки коррекция погубила братьев Хант абсолютно полностью. Абсолютно триумфальный рост привел к испарению его в воздухе. Прямо сейчас у нас актив касается уровня. Ретест был сделан, и мы можем открыться, друзья мои, уже в лонг. Именно сейчас мы этим и займемся. Давайте, ладно, прям около уровня. Все по базе технического анализа. Смотрите, есть ретест уровня, и сейчас будет отскок. Торгуем строго в рамках теории рыночного движения. Больше сегодня ничего не хочу вам рассказывать. Окей, возвращаемся к трагедии братьев. Короче, когда сцена неизбежно начала падать, из-за истощения нового спроса биржа потребовала от действующих лиц внести компенсацию, то есть дополнительные средства для покрытия убытков. Ведь они торговали на фьючах. Знаете, да, как работают фьючи? А у этих ребят не было достаточно налика, потому что они не успели выйти в кэш. Эти ребята полностью продали все имущество, яхты, виллы, в общем-то, предметы искусства, которые только успели купить, но этого не хватило. И жалеть их не стали. Главная биржа торговли металлами, Комекс, на тот момент ввела экстренные меры. Трейдеры могли только продавать серебро, чтобы сократить риски, но не могли открывать новые покупки. Это окончательно выбило опору из-под ног хантов. Я тем временем в плюсе. Хотя стоит признать, мой анализ немножечко подводит. Я удачно вошел в рынок, забрал свою прибыль, но смотрите, свеча все-таки хочет пробивать уровень вниз. А значит, нам нужно ждать несколько минут для ясности. Будет ли это настоящим пробоем и пересечением вниз? Ждать я не хочу. Время – деньги, поэтому меняем график. Ах уж эти жадные братья Хан, друзья. Я очень люблю эту историю, потому что она воплощает именно настроение. Да? Есть в ней что-то настоящее. Сначала баснословный успех, а затем полный крах. Вот, друзья, я думаю, что это просто жадность. Ребята, может быть, не понимали, как устроен по-настоящему рынок, поэтому так все и произошло. У вас ситуация другая. Сейчас 21 век, множество информации. И вся она скомкана, и непонятно, как ее воспринимать. А я для вас специально разложил ее в своем телеграм-канале. Ссылка на него оставлена в описании. Просто переходите и подписывайтесь. Самые актуальные новости из мира трейдинга вы найдете в моем ТГ-канале. Ссылки в описании. Я жду вас, а мы продолжаем. Давайте разбираться с новой валютной парой. Я вижу рост, поэтому открою сделку на росте. Сейчас покажу вам. Нам опять потребуется уровень. Сразу же выставляем его. Меня интересует именно вот эта зона с несколькими касаниями. Прямо сейчас происходит вполне себе неплохой ретестик. В этом все четко. Актив несколько раз касался этого уровня, затем был пробой и отскок уже сверху. Новая поддержка подтверждена, и мы будем ожидать рост. Пока есть время, давайте вернемся к спекуляциям из 20 века. В общем, из-за ошибок братьев и невозможности компенсировать убытки по фьючам, цены рухнули так же стремительно, как и взлетели. За один день, серебряный четверг его так назвали, 27 марта 80-го года цена упала более чем на 50%. Еще вчера они были королями рынка, а теперь стали не просто изгоями, а настоящими вредителями для инвесторов.
Сделочка тем временем у меня в плюсе, я могу снова сменить график и поискать что-то более интересное. Так, друзья, здесь сделочка в лонг. У нас отличная ситуация с целым рядом событий. Во-первых, был вход в канал вот в этой форме, пробитие сверху и формирование вот этого уровня. Также мы видим нижний участок, где останавливалась цена несколько раз. Она проделала это дважды. Затем мы дошли до потолка, коснулись и теперь застряли в консолидации. Пауза у верхней границы такого канала – это подготовка к его пробитию. Особенно если консолидация вот, стоит чуть ниже уровня, а не прям под ним вплотную. Поэтому я здесь жду легкий способ заработка. Потом, возможно, возврат. Короче, эпилог по братьям Хант. Они понесли колоссальнейшие убытки, по некоторым оценкам более $1 миллиарда. И пытаясь избежать, конечно, банкротства, продали, как я уже сказал, все свое имущество, которое было, знаменитую коллекцию произведений искусства. В итоге все равно они были признаны виновными в попытке манипуляции рынком и получили принуждение подать заявление о банкротстве. Сделка в плюсе, мы увеличиваем сумму инвестиций в банк. Обязательно будем открывать следующую на этой же валютной паре. Пока роста нет, мы его будем ждать. А также разберем пару уроков. Пока у нас тут все же мини-боковичок, мы находимся в ее нижней части, поэтому лонг в сторону уровня вполне оправдан. Сейчас здесь наращиваются позиции. Это видно по нижним теням. Все мы ждем рост. Мы идем вслед за большинством. Что по братьям Хант? Легко посчитать их глупцами, но все-таки согласитесь, не каждый может провернуть такую аферу. Тем не менее, они зазвездились, совершили самую критическую ошибку, вошли в азарт. История Хантов – это как раз-таки пример того, что происходит в уме каждого жадного трейдера. Не только в больших таких масштабах. Они вошли в рост на ва-банк, добавив еще и заемные средства, и пока рынок активно пампился, все было отлично. Но они не подумали, как долго может это продлиться. Вместо надежного плана Б они продолжали вносить деньги в перегретый рынок. Это в конечном итоге их погубило. У меня очередной успех по сделке, вернемся к новому заходу. Вот в чем прелесть торговли на минутной экспирации с 5-минутным таймфреймом. Смотрите, у меня одна свеча, и она все так же может нам дать рост. 2-3 раза мы можем отрабатывать себя на одной свече. Анализ не меняется, поэтому откроем сделку также в лонг и продолжим. В общем, Хантов сгубила жадность и игнорирование рисков. А ведь это чуждо всем нам, особенно новичкам. В погоне за большой прибылью трейдеры вообще игнорируют абсолютно все. Они думают, что их прибыль будет контрастной, крутой, но один неудачный вход на полный депозит приводит к катастрофе. То есть даже торговля на 20-30% это уже финансовое самоубийство, помните об этом. Братья Хант не только вошли на 100%, но они внесли в рынок заемные деньги. А еще за ними шли тысячи других инвесторов, которые также потеряли свои деньги за слепой верой в рост. К слову, примерно та же история случилась с биткоином в ноябре 2021. Там уже не было своих братьев, но поведение толпы на пике случилось причиной падения абсолютно. Абсолютно одинаково, в общем, так же, как и в истории с золотом. Я снова в плюсе. 2000, какая красивая сумма у меня на балансе, ребят, да? Ну что, давайте подведем итоги на этом. Ну что ж, друзья мои, история братьев Хант – это не просто урок из прошлого. Это напоминание всем нам, что жадность – штука губительная. И она накажет всех, кто ей пренебрегает. Они хотели все, и они потеряли все. Надеюсь, у вас такого не случится. Поэтому помним про риск и money management, про строгое соблюдение этих принципов. Я надеюсь, что у вас все будет в порядке. Друзья, если понравилось видео, вы знаете, что делать, не буду напоминать. Вам желаю только побольше прибыльных сделок, удачи в личной жизни и не только. Вот. Здоровья, покрепче, всего остального. Прощаюсь с вами, до встречи в моих новых видео. Всем пока.